появиться не одна, не две, не три, не четыре, а может даже больше 5 таких же поклонниц ярых, которые будут вас преследовать, зная историю, которую вы сами уже неоднократно озвучивали. Не, ну я думал об этом, и просто у меня самая лучшая публика в мире. Людям, которые нравится моя музыка, они очень все, они общаются со мной, они мне дают подарки, но это все в меру. И просто я такую только одну знаю девушку в мире, которая по-настоящему не понимает, что она мешает не только мне. Это ладно, я вообще такой сильный парень, но она не только мне мешает, она родителям моим, как я в песне пою, друзьям моим мешает, она им звонит. Но сейчас уже наконец-то не звонит после этого клипа. Сейчас уже чуть-чуть стыдно, сейчас она только мне звонит. Так что это уже победа. А представляете, если она перестанет вам звонить, а в России, наоборот, появятся такие вот ярые поклонницы и фанатки, которые начнут вам звонить? У меня есть в России девушки, которые достали мой номер. Они все в меру. Они звонят мне иногда, и иногда, как говорят, дарят подарки. Но это все в меру. Это так же, когда, например, написал я песню год назад про девушку, в которую я влюбился, и не стали другие девушки меня больше из-за этого доставать. Это все понимают, что эта история именно вот этой девушки из Израиля. Девушка, ну, женщина, ей уже 35, что такое. Спасибо, Александр. Преследует. Это история, да, из моей жизни. Я всегда пишу песни, именно что происходит у меня в жизни. И раз такая песня с таким текстом, так я думал клип сделать чуть-чуть больше экстремально, чем я раньше делал. Так что мы снимались вообще в психушке, а может быть даже, ну, заброшенная гостиница, это еще страшнее. Да. И клип снимал Александр Филатович, мой любимый режиссер из Украины. И получился очень даже эстетичный клип, но где я по-настоящему рассказываю всю мою эту историю про девушку из Израиля, которая меня уже 3 года преследует. Скоро уже 3,5. Да, скоро будет юбилей. Она посмотрела клип, ей даже понравился, так что мы все рады. Ну, она добилась своего, а я песню новую сочинил, да. Так что, надеюсь, вам тоже понравится. Ну что, давайте поаплодируем, наверное, перед тем, как мы увидим. Капитан говорит больше как господа, мы уже прилетели в Москву. Ну, надеемся, что вы проведете хороший вечер. И спасибо, что вы с нами. Это такой, чувствуется, что, ох, такая ностальгия, что... Слышна тоска в голосе. Да. Что грустно, но приятно. У нас еще вопрос. СТБ. Да, хотелось бы вернуться к моменту преследования фанатки. Скажите, до каких критических моментов все-таки доходило ее преследование, помимо того, что она появилась перед вашими родителями с мужем? То, что она меня за руку держала на пресс-конференции. Много детей было, я вообще-то изначально был очень рад. И вот она начинает держать меня за руку и не хочет отпускать. Я пробую не злиться, потому что там маленькие дети все-таки на меня смотрят с такими глазами, да? Она на меня так смотрит с такими глазами. И я совсем пробую не психануть. Думаю, да, Саша, подожди до клипа. Но это ладно, это опять, это моя беда. А вот когда она начинает просто звонить моим друзьям, и звонить, и уже говорит, что она хочет у них жить, да, стоять возле их дома, тогда мне уже стыдно, потому что я выбрал эту жизнь, я выбрал эту карьеру, и я очень-очень рад этому. Но друзья мои не выбирали этого, так что вот здесь вот это и обидно. А вы пытались как-то с ней разговаривать? И к чему пришел разговор? Яна, ты можешь сказать.
глупее человека не придумаешь, сказать честно. Ну, я даже не знаю, но я, например, могу сказать как наблюдатель, да, что я, например, вижу, что она звонит постоянно, там Саша не может кому-то даже позвонить, потому что просто телефон постоянно занят, входящие линии, которая пытается дозвониться. Она пишет ему смс-ки, она оставляет автоответчик, причем у нее смс и автоответчик приблизительно такого характера, что Саша, ну когда мы с тобой поговорим, ну давай поговорим, потом следующее, блин, ну Саша, ну почему ты со мной не хочешь дружить, потом Саша, ну ты же мне очень нравишься, и я тебе очень нравлюсь, ну ты же знаешь, какие мы будем счастливые. И вот в таком духе по кругу эти смс-ки ходят круглые сутки. А номер смените? Я извиняюсь, у меня такое впечатление, что она в туалет не ходит, не кушает, не спит, ничего, потому что это происходит кругло. Родился, Чайковский, Рахманинов, Шостакович, все они русские. И моя мама воспитала меня, воспитывала этими композиторами. А о туре уже есть какие-то определенные города, в которых будут проходить концерты? Не, просто я сейчас отказался от таких телешоу в Скандинавии, так что сейчас у меня освободился график, так что сейчас мы уже расслали всем нашим партнерам, что я в марте, в апреле свободен, и не только по Москве будет. Другие русскоговорящие страны тоже будут, как Украина, да. Ну да. Но еще и планирую в Скандинавии то же самое делать, только не по-русски. Скажи ты громче. Не, я могу сказать, у меня все время так получается, что я все время прыгаю со страны до страны. Сейчас у меня, например, в декабре будет 48 концертов по Скандинавии. Да. За какой период 48 концертов? Ну, за 22 дня. За 22 дня, 48. Не, подожди, ты по математике не за 24 дня. 2 концерта в день. Не тяжело? Не, так я не один, а я стою с 2 другими артистами скандинавскими. Да. Рождественский тур, да? Да. Яна, если ты можешь микрофон. Я бы сказала. Ну, если можете, расскажите прям вот по туру, прям вот Да. самую подробную информацию на русском языке. Нет, смотрите, сейчас до конца года Александра рождественский тур, 48 концертов, как он сказал, по Скандинавии. А в следующем году тур по европейским, балканским, прибалтийским странам и по странам СНГ. То есть сейчас ведутся переговоры о том, чтобы наконец-то уже Александр полноценно уделил время всем этим странам, потому что они постоянно звонили, но либо же у него были даты заняты, либо они звонили в последний момент, и, соответственно, в большинстве случаев приходилось отказаться. Вот, поэтому как бы в следующем году на весну запланированы такие гастроли и концертная программа. То есть это просто концертный тур со всей концертной программой, которая есть у Александра, не в поддержку этого клипа. А по поводу этого... Нет, не в поддержку клипа, нет. То есть как бы сейчас просто в Москве промо-дни для того, чтобы вот пообщаться с журналистами, пройтись по эфирам телеканалов и радиостанций, рассказать о клипе, о сингле, потому что очень многие журналисты пытались добиться каких-то интервью, еще чего-то. Мои песни уже. То, что интересно, возможно ли такой концерт в Москве вообще, я говорю, шансы есть такие? Абсолютно. Сейчас то время, когда я продюсирую и делаю очень много именно таких проектов по всему миру. И сейчас именно некая вот такая вот тяга, соединение, то, что называется кроссовер. Это классическая музыка, которая выступает в роли аккомпанемента с каким-нибудь необычным инструментом или стилем. Соединение стилей очень важно, поэтому я являюсь музыкальным директором своего фестиваля в Белгороде, где именно это и происходит, и приезжает и Мишель Легран, который в новом амплуа и делает специальные музыкальные обработки, и так далее и тому подобное. Поэтому я вот прямо при свидетелях приглашаю, если что, если найдете время и так далее. И камерный оркестр, соединение, видеоряд, определенные какие-то темы, где, ну, нечто. Я очень рад, что просто вы как лауреат и музыкант, так сказать, многожанровый и открыты к этому, и хотите, так сказать, быть музыкально многоядным и оказываться на разных сценах и в разных странах, не только фокусироваться на чем-то одном. Это огромный плюс каждого музыканта. Потому что на сегодняшний день очень много есть раскрученных, изумительных музыкантов, которые, к сожалению, очень приятно. Очень от набора. Очень.
что нельзя сказать о Александре. Так что браво. Ой, это очень я рад этого слышать, потому что, к счастью, я вовремя понял, как артист, что самое большое счастье для артиста — это сотрудничать с другими музыкантами. Летом мы сотрудничали в одном уникальном проекте Михаила Казиника. Этот проект назывался «Отцы и дети». Прошел с колоссальным успехом он в Юрмале, в зале знаменитом Динтере, где, в общем-то, все знаменитости выступали. И там Саша проявил себя в полной мере, как классический музыкант, и как народный музыкант. Исполнял потрясающе совершенно и норвежскую музыку, и венгерскую, как настоящий такой цыганский венгерский скрипач. Звучал от Вивальди до, собственно, его потрясающих песен. А теперь к вопросу. В этом клипе на тебя одевают смирительную рубашку. Расскажи, пожалуйста, как ты готовил себя к этому морально? Потому что, по-моему, это не так легко. Нужно как-то войти в эту роль, и еще поэтому при этом не почувствовать клаустрофобию, наверное, некоторые. Нет, клаустрофобию не боялся. Самое трудное для меня было морально — это не чувствовать стыда. Что все время чуть-чуть как-то стыдно было, что я думаю, что, господи, Саша, есть люди, которые по-настоящему больные, которым по-настоящему помощь нужна, а ты здесь выпендриваешься. Да, и нуждаются в этом виде одежды. Да, но это моя идея была, и это очень людям очень всегда легко уже задумываться и думать, что ой, может быть, передумаю, может быть, все-таки не буду это делать. Но самое главное, самая моральная моя была задача, это вот, можно сказать, самая моральная задача. Да, моя цель была просто не спрашивать слишком много вопросов, и просто уже решил, делаем такой клип, и тогда все, что я делаю, это нужно делать 100%. Спасибо. И к разговору вот об этом проекте очень многие проявили интерес для того, чтобы этот проект продолжался в других местах Европы и России. И вот поэтому, может быть, мы потом переговорим с Бориславом и с вами, Яна, о том, как мы сможем ли вот в это турне предстоящее, может быть, определить какие-то концерты «Отцы и дети». Да, или летом, может быть. Да, концепция невероятно важна, потому что речь идет о том, каким образом можно соединить поколения с помощью... Генерации, да. Да, с помощью классической музыки, и не только, а также Сашиных песен. Так что в этом мы поговорим. Спасибо. Спасибо. Уже не выгодно петь на своем языке, а они все-таки как-то это перевернули в свою пользу. Что чуть-чуть по-английски, чуть-чуть по... Даже не... Как называл? Руморский. Но это и всем это понравилось. В Норвегии всех их на радио играют, хотя никто ничего не понимает, но всем нравится. И вот больше такого я хочу в России. То есть, может быть, даже совместить что-то с русскими народными, правильно, какой-то... Да, может быть, даже с бабушкой. Может быть, даже с бабушкой. Дорогие друзья, у нас еще есть такое важное событие сегодняшней пресс-конференции. У нас есть художник Арсений Власов, с которым сегодня Александр нарисует картину. То есть это примет участие, да, в создании арт-объекта. Попробую не испортить, да. Совместно это будет творчество Арсений Власов и Александр Рыбак. Прямо сейчас на ваших глазах создадут картину. Да. Давайте попросим. Я думаю, просто нужно, наверное, тут Мы задействуем вот сзади подставка, которая выступит вместо Мольберта. Я предлагаю всем представителям прессы подойти туда и это событие осветить, потому что будет интересно. Сюда, в эту зону Может быть, сюда, да, подойдем, да, потому что здесь света больше. Я думаю, что мы можем перенести как-то компактней. Немного расскажу об Арсении. Арсений Власов – это современный молодой художник. Его картины находятся в коллекциях у таких известных людей, как певица Мадонна, Такеши Китано. Это именно те люди, которые приобретали произведения у Арсения. Также у российских спортсменов Федора Емельяненко, Виталия Кличко сейчас последний бой. Интернет. Да. Есть еще вода. Не, нормально. Отдельно, да? Да. Что тебе с водой нужно?
Слушай, а теперь выливай все это на картину. Да. Экспресс-арт. Так, это... Нужно скрипача сейчас нарисовать. Можно? Давай. Или не хочешь? Да, ну здорово будет. Да, можно Где-то, где-то да, тут типа. лицо начать, может, Ну, да, да. как будет скрипка на нем. Вот так это такое не нравится. Вот. Будет как два раза. Милый скрипач. Так. Сейчас, да, сейчас, да. Иди. С черненькой. Попаду я стрелой Амура, открою для тебя любви секрет. В Москве или в другом городе, когда там есть концерт в России. Понимаешь, у меня публика, у меня публика очень воспитанная. И все, да, другие девушки тоже как-то номер мой находят, вот это все. И когда они звонят, я чувствую, что все верно. А вот эта девочка из Израиля, она просто совсем не понимает, я думаю, что сумасшедшая. Она не поняла, что не сумасшедшая, просто очень настойная, как-то настойчивая. Вот, можно сказать. Потом мне много денег, мне кажется, она все время ездит по Европе. Много информации. Это у меня просто такое хобби, все так себя. Ну ладно, я уважаю хобби. У меня тоже хобби очень важно. У меня конструктор. Я тоже хотел решать его, который я же скажу. И последний вопрос, точнее, все. Моя наставница, О, прекрасно. Это не она, это не она. да. У нее до сих пор стоит Прекрасно. позиция. Да. И, знаешь, я давай подъеду. Я не буду здесь, Светлана, может, сейчас. Прямо так? Да, прямо А. так.